Друзья, всем привет! Меня зовут Лена, и вы на моем канале Вандерленка. Давненько я не снимала видео, но вот пришло время это исправить. И сегодня я предлагаю нам с вами заварить по чашечке вкусненького кофе или чая, сесть и поболтать обо всем. Ну а мы с вами тоже давайте выберем какой-нибудь кофе для того, чтобы поболтать. Сейчас у меня этап капсульного кофе, другой как-то с ним не складывается, не хочется заморачиваться воронкой, фильтром, поэтому капсулки. Они, кстати, достаточно вкусные. Обычно я опустошаю ряд за рядом, но сегодня хочется что-то другого, такого светленького. Так, они разные. Такая, что это у нас? Я только недавно узнала, что у них вот здесь вот пишется на самом деле название. Кьяро и Вангель. Ни о чем мне это не говорит. Давайте возьмем вот эту. Она такая ванильная. Цветом я имею в виду. Хаба. Сегодня, пожалуй, возьмем такого вот олененка. Есть еще такой олененок, но вот мне хочется вот этого. Вуаля! Наш кофе готов. Надеюсь, вы тоже себе что-нибудь вкусненькое сделали. Погнали! И вот моя кружечка с олененком, наверное, это Рудольф, красный нос, готова. И мы можем начинать. Как вы можете видеть, у меня здесь за спиной и елочка, и цветы стоят. А все потому, что вчера, 13 декабря, у меня был день рождения. Называю даты, конечно, видео, как обычно, выйдет чуть позже, скорее всего, но это не важно. Ну, а елочка, потому что, я думаю, вам понятно почему. Потому что скоро Новый год. И, собственно, поговорить я хотела на достаточно банальную для конца года тему – это подведение итогов. Но обычно люди подводят итоги года в связи с Новым годом, а для меня этим поводом всегда являлся день рождения. Возможно, это также связано с тем, что он не столь далек от Нового года, и на самом деле в детстве меня это немного расстраивало, и я завидовала тем знакомым, друзьям, у кого день рождения был летом, потому что мне казалось, летом можно столько всего намутить, так классно отметить день рождения, а у меня, зимой, еще и за несколько недель до Нового года. Но знаете что? У меня были знакомые, которые родились 31 декабря, и вот их мне было чаще всего искренне жаль, потому что у тебя вместо 2 классных праздников 1. Наверное, им дарили зато крутые подарки. Но, скорее всего, это был 1 подарок. В общем, как-то вот такая вот участь у нас, декабрьских, особенно у тех, кто родился ближе к Новому году. Но я, как обычно, начала говорить об одном, и понесло меня куда-то в совершенно ненужные размышления. Но, с другой стороны, у нас такой сегодня видео, нет, не блог, такое вот видео у нас с вами сегодня, болтологическое, за чашечкой кофе, который я тут, кстати, собственно, забываю пить. Поэтому давайте без таких напряжных форматов, хотя я вам скажу, что я отжала у Даши iPad, зелененький подходит мне. И здесь у меня есть план, собственно, моего видео. Поэтому экспромт экспромтом, но структура у меня всегда есть в голове, хотя я не всегда ее придерживаюсь. Кстати, смотрю сейчас видеоискатель, назовем это так. Мой MacBook служит видеоискателем. Я просто видео транслирую с телефона на MacBook, чтобы смотреть, как я выгляжу в кадре, потому что я записываю не на фронталку, а на заднюю сторону телефона, на заднюю сторону, и мне надо где-то видеть
как выглядит картинка в кадре и так далее. И вот я смотрю и думаю, что как офигенно, что вообще зеленый цвет так классно сочетается с фиолетовым. Они такие противоположные. Ну, в общем, я забыла, как это называется. Комплементарные, дополняющие, противоположные. В общем, они противоположны, наверное, друг другу. И за счет этого смотрится, как мне кажется, красиво. Но опять Остапа понесло. Собственно, из года в год, ориентировочно аккурат перед или после моего дня рождения, я люблю подводить итоги за год. Это не такие, знаете, глобальные итоги, как вот подводят в конце года. Это мои личные итоги, мои личные какие-то трансформации. И сегодня я хочу поговорить именно об этом. Поскольку если я буду говорить просто об итогах года, это будет во многом повторяться с моим видео про иммиграцию, которое можно посмотреть вот здесь вот. Тоже можете его глянуть. Оно не столь старое. Это одно из последних... Да нет, это последнее видео, которое я записывала на этом канале. И это было в октябре. И чтобы не повторяться, мы поговорим сегодня о другом. Все поговорим, говорю, но по сути мы уже говорим. Наверное, первое, о чем хотелось бы поговорить, все-таки коснуться чуть-чуть фактических тем, это факапы мои личные, да и не только личные, за этот год. Вообще, я считаю, что рост невозможен без подобного опыта, и негативный опыт в том числе нас многому учит. Я, например, почти никогда не сожалею о каких-то ошибках прошлого, потому что для меня это, во-первых, опыт, а во-вторых, возможность рассказать какую-нибудь крутую историю там друзьям или знакомым. Пожалуй, первым моим факапом, я такая начинаю видео просто с факапов, но зато закончу чем-то хорошим. Что за звуки? Так вот, мой первый факап – это обучение на IT. Дело в том, что в прошлом октябре, когда мы с Дашей уехали из России, я решила попробовать себя в новой специальности, войти в IT и все такое. Об этом я рассказывала в видео предыдущем, поэтому кратко сейчас расскажу. Собственно, факап заключается в том, что мне не удалось это сделать, и я купила дорогостоящее обучение, по-моему, на свои сбережения, не кредит это был, купила обучение в одном из ведущих онлайн-университетов, скажем так. И я несколько месяцев действительно делала лекции, делала домашки и все такое. Но мне это было достаточно тяжко, поскольку я гуманитарий, и мне много чего было просто непонятно. Приходилось либо пересматривать лекции, что в принципе нормально, но я, кстати, никогда не делаю с тем, что мне легко дается. Либо приходилось гуглить стороннюю информацию, что вроде бы тоже ок, но когда у тебя получается такой комплекс, что тебе тяжко это понимать, тебе приходится постоянно гуглить и пересматривать, ты смотришь на эти домашки, вообще не врубаешься, как их делать, спрашиваешь там у чата GPT, который появился чуть позже, и мучаешь Дашу, и просто сам по себе, тебе это очень дается тяжко. У меня спустя несколько месяцев началось выгорание. Сначала были, конечно, истерики, я пыталась со слезами на глазах делать эти домашки, у меня ничего не получалось. Потом пришло выгорание, потом на какой-то очередной теме я поняла, что, во-первых, я не понимаю, что говорит лектор, а во-вторых, то, на что он ссылается, и то, что я уже проходила, я совершенно не помню. И у меня такое ощущение, что вся информация, которую давали преподаватели, она вот так вот влетала в одно ухо и вылетала из другого. И это запомнить, лично мне было очень тяжело. И в конечном счете я где-то в феврале или в марте вообще забила на это дело. И да, это опыт, но факап заключается в том, что я потратила очень много на это денег и была решительно настроена получить крутую специальность, но в итоге у меня не хватило каких-то своих личных качеств или свойств мозга, если так можно сказать, чтобы вписаться в эту IT-тусовочку и освоить IT-профессию. Опять же,
это сугубо мой опыт. Возможно, если бы мне это было прям критично, категорически надо, то, во-первых, я могла бы попробовать другую специальность, а во-вторых, ну, более гуманитарную, да, а во-вторых, я могла бы, ну, дальше как-то ебашить и просто превозмогать, но я решила, что мои нервные клетки мне дороже, а это, ну, такой вот опыт. Или жопыт. Это жопыт. Это ж опыт. Жопыт. Жопыт. Другим моим факапом, если так можно выразиться, я могу назвать свой опыт восстановления от ОРПП. Это называется recovery. Я не буду сейчас тоже долго об этом рассказывать, но если вам интересно, пишите в комментариях, я могу снять отдельное видео о своем опыте. И если вкратце, то в нашем Рунете существует несколько людей, которые продвигают recovery, то есть восстановление от ограничительного расстройства пищевого поведения. И, наверное, мой факап был в том, что я пошла на эту программу recovery, которая длилась полгода, пожалуй, или меньше. Я уже не помню. И очень сильно она мне подпортила здоровье. Опять же, не хочу сейчас долго об этом говорить. Жалею ли я об этом? Ну, наверное, нет, поскольку я получила интересный опыт. Но я никому не рекомендую идти на recovery от ОРПП. Я думаю, что люди, которые знают, что такое recovery, скорее всего, понимают, о ком именно я говорю, поскольку этот круг, тусовочка РППшников, она не такая уж большая. И опять же, если вам интересно, пишите, я сниму об этом видео. Да, пожалуй, самым обидным, я не могу сказать, что это факап, но самой обидной ситуацией за год была и остается ситуация, да, вы, наверное, угадали, с Канадой. Если вы у меня на канале впервые, то можете посмотреть видео о том, как мы получаем канадское ПМЖ вот здесь. Ну, а если у меня не впервые, то вы уже все знаете. И я напомню, что мы находимся в иммиграционном процессе с 2021 года, а уже заканчивается 23 на минуточку, это неадекватный срок. И в этом году мы подали на мандамус. Мандамус – это средство юридического воздействия на Канаду, именно на те отделы, которые занимаются иммиграцией, иммиграционными кейсами, для того, чтобы они соблюдали свои же собственно прописанные сроки. Кто-то мне в комментариях как-то писал, что ну вам после такого точно откажут, вы уже подали в суд на тех, кто вас должен позвать. Но на самом деле это работает не совсем так. Мандамус широко применяется именно для воздействия, и он никак не влияет на саму суть рассмотрения дела. Просто есть такая практика, она используется, и ну, большинству людей достаточно там первого этапа, иногда второго, чтобы кейс рассмотрели быстрее, и практически всегда эти рассмотрения, они положительные. Нам же мандамус, судя по всему, не особо помог, потому что начали мы все это дело в начале лета, а сейчас уже заканчивается год, и до сих пор тишина. Однако я не жалею, что мы подались на мандамус, поскольку сейчас бы иначе я сидела и думала, что, блин, никаких апдейтов. А вот если бы мы подались на мандамус, мы бы уже были в Канаде. А так я знаю, что мы сделали все возможное, и, собственно, как это грустно не признавать, но все, что остается, это ждать. Но здесь есть такой нюанс, что ждать мы устали, и, на мой взгляд, надо выпить, да, при разговорах о Канаде, и, на мой взгляд, вообще вся ситуация с Канадой настолько неприятная и дурацкая, то есть люди, страна, да, они зовут к себе крутых специалистов. Я напомню, что мы идем по программе STEM, вернее, идет Даша, а я с ней как dependent, то есть, ну, как член семьи. Страна зовет к себе STEM-специалистов, и при этом их годами динамит и не может обработать и принять. Причем нет такого, что у нас что-то не так с документами, ничего такого нет. Просто сам процесс очень долгий. Мы год висим на этапе background check, comprehensive security, то есть нас проверяют, по сути, не террористы ли мы. Но
Я думаю, вы поняли суть. И для меня это показывает абсолютное неуважение к соискателю, скажем так, к аппликанту. Runglish. This fabric. Этот color. Этот fabric. И, соответственно, когда ты ждешь, да, то, что уже, по идее, должно случиться, немножечко, да как немножечко, полностью завязываешь свою жизнь на этом, и ничего не происходит, у тебя рано или поздно возникает сомнение, а надо ли это вообще тебе? И не буду скрывать, пока мы ждем, мы еще рассматриваем другой вариант, и я не хочу пока об этом рассказывать здесь на канале или где-либо еще, но да, есть альтернативный вариант, который мы прорабатываем на случай, если Канада не выгорит. Поскольку ждать годами, что Канада соизволит нас принять, уже нет ни сил, ни желания. Я думаю, это и так понятно для большинства. Опять же, если Канада прокнет, мы туда, конечно, уедем, но рассчитывать на нее как на план А уже нету, скажем так, того кредита доверия, и у нас потрачено слишком много сил, времени, денег, моральных каких-то сил, неполученный дофамин. Поэтому, да, это фрустрирующая штука, о которой я часто вам рассказываю. Если это рассматривать как факап, опять же, сами эти факапы, да, вот эта формулировка, я не рассматриваю это прям как провал, прям ужас. Это просто, неприятные какие-то события, выводы, действия и так далее, которые нам приносят, что? Правильно, опыт. И если рассматривать это вот именно как провал, то, наверное, самым таким провальным было до сих пор на нее ставить, ждать и надеяться, что она выгорит, поскольку я помню, что в прошлом году, когда я здесь же отмечала Новый год и ставила эту же елочку, я надеялась, я была вот уверена, что следующий Новый год я буду отмечать уже не в Турции, а в Канаде. Та часть, которая не в Турции, она действительно будет правдой. А вот насчет в Канаде или где-то, где есть ПМЖ, с этим, конечно, не выгорело. Поэтому у меня уже нет никакого желания ни ждать, ни уезжать, ни как-то взаимодействовать с ними, потому что просто это какая-то демонстрация неуважения к заявителям, аппликантам, соискателям, как нас назвать. А когда это еще и длится годами, то задаешься вопросом, нафиг оно тебе надо? Но факапов у меня не было так много в этом году. И вообще хотелось бы сегодня поговорить не только об этом, а и о том, что год у меня, в принципе, выдался достаточно таким, можно сказать, переломным в плане оценки каких-то своих убеждений, действий. И сейчас я объясню, что я имею в виду. Как я вам уже упомянула про РПП и рекавери, в котором я набрала кучу веса. Правда, потом я сделала операцию, которая решила мои вопросы, в том числе с РПП. Опять же, если вам интересно, чтобы я сняла видео на эту тему, поскольку это достаточно узкая такая штука, которая, вряд ли интересна массам, напишите мне в комментариях, поскольку, будут желающие, я поделюсь своей историей. Этот год я, в принципе, могу охарактеризовать как слом большинства защитных механизмов и проработка своей эмоциональной сферы. Дело в том, что я не замечала, насколько сильно я вроде бы эмоциональный человек, который выражает эмоции, но насколько сильно я их еще и не выражаю, и насколько сильно я их люблю заглушать. Это для меня самой было открытием. Я весь год находилась в личной терапии, и мы с психологами, их у меня было несколько,
что только не обсуждали и что только не прорабатывали. И эта работа продолжается, и я думаю, будет продолжаться. Я вообще считаю, что у каждого человека должен быть свой психолог, потому что наша жизнь такая, что ты не можешь что-то один раз проработать и на всю жизнь, поскольку сама жизнь с тобой будет случаться, а жизнь, она у нас не только про белое, светлое и радостное, в жизни будет много дерьма, и это нормально. И нормально проживать свою грусть, разочарование и фрустрацию, именно проживать, вот дать этой тьме себя захлестнуть, достигнуть дна, чтобы от него оттолкнуться. И, собственно, после моей операции у меня исчезла потребность заглушать эмоции едой. То есть еда для меня перестала быть чем-то вроде источника дофамина. Единственным источником дофамина у меня был и остается кофе, но это то, от чего я не готова отказаться. Но, что я вам хочу сказать, отказавшись от еды, как от источника быстрой радости, быстрого такого вознаграждения и дофамина, я столкнулась с тем, что я пытаюсь заглушать свои негативные эмоции по-другому. Я не пью алкоголь, поэтому я знаю, что для многих возможность заглушить эмоции алкоголем – это приоритетный вариант. Для меня он никогда таким не был. Я пила, в принципе, всегда мало. Мне вкус спирта не нравится. То есть я предпочитала всегда сладкие ликерчики за сладость или за интересный вкус. Но честно, если они были бы безалкогольные, было бы вообще 100 раз круче. Так вот, получается, что еда для меня более не источник радости. Алкоголь я не пью. И осталась еще одна вещь, которая остается и которая для меня сейчас является такой дофаминовой лазейкой для заглушения негативных эмоций. И я сейчас говорю про такую вещь, как шопинг. В принципе, шопинг был всегда моим эдаким эскапизмом, однако, когда у меня отпали остальные источники эскапизма, шопинг стал моей базовой такой вещью. И небольшое отступление. Вы знаете, интересно наблюдать, как такие маркетинговые, скажем так, штучки, уловочки проявляются в повседневной жизни, не совсем в маркетинговом ключе, но вот они и есть. Сейчас объясню, о чем я говорю. Просто это мои ассоциации, как у меня это выстроилось. Как вы знаете, я учусь на психолога, и у нас шел блок по нейробиологии, нейрофизиологии, где мы в том числе изучали нейромедиаторы. Мне стала очень интересна эта тема, я ее стала изучать глубже, про дофамин, серотонин, гамк и так далее. Но не суть. Там рассказывали много интересных вещей про то, что не надо злоупотреблять своей дофаминовой системой и все такое. И вместе с этим я стала задумываться о том, что еда для меня более не источник дофамина, а дофамин я пытаюсь получить из шопинга, например. И вместе с этим как-то ВКонтакте предложил мне добавить в друзья одну девочку, с которой я виделась один, кажется, раз в жизни. Но это не суть повествования. Я зашла к ней на страницу и увидела, что она проводит такой интересный эксперимент, который меня очень заинтересовал. Я почитала ее блог, также она там прикрепляла ссылку на книгу, которую я прочла за несколько вечеров, наверное, и поняла, что тоже хочу попробовать этот эксперимент. И называется он «Год без покупок». Учитывая все вышеупомянутое про дофамин, про мою какую-то зависимость от шопинга, а также тот факт, что я живу в абсолютно ужасно захламленной квартире, они меня сподвигли на то, чтобы попробовать провести этот эксперимент. Если вы не знаете, можете погуглить эту книгу. Она так и называется «Год без шопинга». Кейт Фландерс, кажется, автор. И если вам тоже интересно, присоединяйтесь и пишите в комментариях. Может быть, я
буду и на эту тему снимать видео о том, как я расхламляюсь и живу без шопинга. Мне кажется, это будет интересный такой челлендж, достаточно вызывающий, поскольку, лишив себя всех этих быстрых источников радости и заглушения эмоций, придется как-то с ними сталкиваться, проживать и, возможно, находить в жизни новые смыслы, что мне, как знаете, такому абсолютно дофаминовому гедонисту, визуалу будет тяжело. Но мне кажется, это очень интересный опыт, своего рода такая аскеза, и он меня может привести к каким-то новым открытиям о себе и об окружающем мире. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. И еще, читая книгу Кейт Фландерс «Год без покупок», я наткнулась на такую фразу, что блог – это не место для демократии. И про ее взаимодействие с хейтерами. И для себя в этот момент я поняла, что мне больше не доставляет какого-то... Я не могу сказать, что оно и раньше доставляло, но, в общем-то, я приняла решение, что мне не нужны хейтеры в комментариях, которых у меня было очень много. Причем их было два лагеря. Одни мне писали гадости, потому что я русская, другие мне писали гадости, потому что я уехала из России. И раньше я оставляла эти комментарии, видимо, для того, чтобы подсознательно как-то побомбить, потом пообсуждать там с Дашей, например, какие они плохие, какие вот они гадости пишут, а я-то что, в общем, не знаю, может быть, это было про синдром жертвы, что мне более неинтересно. А во-вторых, я думала, что, может быть, ну пусть пишут гадости, охваты мне повышают. Но на самом деле, друзья, этот канал – это мое хобби, это мой уютный домик, мое личное пространство, и я не хочу, чтобы об него вытирали ноги, поэтому после прочтения этой книги я взяла и зачистила всех хейтеров, забанила жестко-жестко. Поэтому мне хочется, чтобы мой канал был ламповым, безопасным пространством. Я не говорю, что он должен быть каким-то стерильным домиком, снежинки, как принято сейчас говорить. Нет, но также мне и не интересно, чтобы приходили тролли и выворачивали все свое нутро у меня в комментариях. Это глупо и бессмысленно, и мне не нужно. Ну и, конечно же, нельзя не обсудить планы на следующий год, хотя бы вкратце, на год до моего 30-летия, который, кстати, хотелось бы отметить, знаете, как-то грандиозно, что ли, совершенно иначе. Хочется чего-то масштабного, но пока непонятно как и чего. И, собственно, как я вам сказала, весь следующий год я пока не выбрала дату, возможно, это будет 1 января, возможно, это будет в ближайшие дни. Я хочу взять этот челлендж. Я принимаю этот вызов от себя же самой на год без покупок. А также я хочу вернуться к тому, чтобы снимать видео формата One Second a Year. У меня есть одно видео на канале, я оставлю ссылочку на него, но есть нюанс. Я его снимала весь 2021 год, выложила, но оно было вертикальное, поскольку я тогда ни ютубом не занималась и снимала больше, чтобы посмотреть, что получится. Но когда я его смонтировала, я, конечно, испытала восторг и кайф, но смотреть его все-таки неудобно. Поэтому весь прошлый год я не снимала, поскольку сфокусировалась больше на ютубе, как-то не могла понять, что и как. Но в 2024 году я возвращаюсь к этому формату, только горизонтальному, и планирую весь следующий год снимать One Second a Year, чтобы в конце года смонтировать это в одно 6-минутное, ну, может быть, чуть больше, видео. Мне кажется, это интересно. Если вы вдруг впервые слышите об этом формате, то присоединяйтесь. Будем вместе смотреть на такие видео. Поэтому следующий год, я думаю, будет интересный. И если этот можно было назвать переломным,
то следующий, я думаю, будет больше связан с какой-то работой над собой. Не со сломом старого, а с возведением чего-то нового, что будет для меня уже взрослой иметь больший смысл. Это и продолжающаяся личная терапия, и, возможно, начало собственной практики, и год без покупок, и проработка собственных эмоций. И, собственно, давайте не будем забывать о насущном, это эмиграционный процесс наш. Поэтому, я думаю, будет очень интересно, и надеюсь, что через год точка Б будет более захватывающей и такой, что вот можно было бы вам похвастаться или кого-то смотивировать и воодушевить на что-то подобное. Но опять же, я понимаю, что у каждого свой собственный уникальный путь, и я рассказываю о своем пути. Возможно, для кого-то он абсолютно неприемлем, и я тоже это прекрасно понимаю. Например, та же тема с годом из покупок, я слышала о ней и раньше, но вот в предыдущие моменты это было не моим. Не стеклись обстоятельства так, как должны были. А в этот раз все получилось именно так, как должно. Какие-то здесь звоночки, там звоночки. Тут лектор обронил фразу, здесь наткнулась на знакомую с этим опытом. Тут как-то вот сложилось, что был вечер, чтобы начать читать книгу. И тут как-то и барахла стало много вокруг. И, в общем-то, должны совпасть звезды. Именно ваши звезды, чтобы случилось то или иное событие, то или иное решение. Ну, а может быть, для кого-то и мое видео будет той самой звездочкой, звоночком, чтобы что-то начать изменять. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам осуществить все свои мечты, всего самого лучшего, классного, красивого, любви, здоровья и гармонии с собой. Всех целую, всем пока!